Расскажи, где ты была? Мне очень понравился Вьетнам. Ну а вообще, почему вы решили поехать во Вьетнам? Мне было очень жарко. Экстремальный опыт, скажем так. Ребята, вот еще чуть-чуть потерпите. Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Сегодня я буду говорить с моей сестрой, и мы постарались сделать это видео в медленном русском. Однако моя сестра, конечно, иногда говорила чуть-чуть быстрее, но она старается. Так что будьте с ней помягче в комментариях. И, конечно, не забудьте поставить лайк. А мы будем говорить о том, как она съездила во Вьетнам, что ей тут понравилось, что не понравилось. Ну что, вы готовы? Поехали! Привет, Сережа. Привет, Аня! Как дела? Хорошо. У тебя как? Тоже неплохо, тоже неплохо. А где ты сейчас? В Иркутске, в России. У нас на родине, так сказать. Да. Матушка Земля. Матушка Земля. Ну, Аня, мы с тобой уже записывали одно интервью, в котором я спрашивал тебя про твою жизнь в Турции, но сегодня я бы хотел расспросить тебя про твое путешествие. Да, расскажи, где ты была, что ты делала в целом сначала, в 2 словах или в 3. Во Вьетнаме. 2 месяца назад. Ой, месяц назад. Ты была во Вьетнаме. Да. То есть ты приезжала ко мне в гости. Да. Visit my brother. Ты первый раз была в Азии? В Азии я была не первый раз, но во Вьетнаме я была первый раз. Я была до этого в Таиланде, на Бали, в Индонезии и в Китае. Что ты можешь сказать о Вьетнаме? Мне очень понравился Вьетнам. Поскольку я была там первый раз, у меня были абсолютно другие ожидания по поводу Вьетнама. И я осталась очень довольна. Достаточно чисто, если сравнивать с Таиландом. И люди тоже очень добрые. Вот. И природа очень красивая. Хорошо. А что тебе не понравилось во Вьетнаме? Что мне не понравилось во Вьетнаме? Я даже не знаю. Мне кажется, мне все понравилось. Я помню, когда ты и твой муж приехали, в первые дни для вас было очень жарко. Да, мне было очень жарко, и это было постоянно. Я даже замечала, что когда ты мне дал камеру, я каждые 5 секунд говорила: «Мне жарко, мне жарко, мне жарко». Наконец-то ты поняла, что такое вьетнамская жара. Когда я говорил моей семье, что я не хочу жить в Хойане, все говорили: ой, да ладно, ну что тебе там немножко жара, да, посиди под кондиционером. Но как ты думаешь, кондиционер помогает? Помогает, но, как сказать, не всегда. Надо быть с этим очень аккуратным, потому что можно заболеть. Из холода в жару постоянные перепады температур. Моему мужу плохо стало, когда мы в первые дни были. Он вообще как бы тут на релаксе был, ему было комфортно. Он думал, что холод ему поможет, а получилось наоборот. Ему стало хуже. Да, то есть нужно быть аккуратным. Я согласен с тобой. Я думаю, что намного лучше жить в климате, где прохладнее, и если тебе нужно согреться, ты можешь пробежаться, ты можешь, не знаю, принять горячий душ, одеться Сходить в потеплее, сауну. ходить в сауну, да. Но когда очень жарко и все время использовать кондиционер, ах, это не Мне камильфо. вообще кажется, что это для здоровья вредно, потому что он же гоняет, получается, воздух по квартире, ну и как бы он не проветривается. И мне кажется, что все равно это, ну, как бы для легких может быть. Ну, если его постоянно чистить и следить за ним, то да. Согласен, согласен. Ну а вообще, почему вы решили поехать во Вьетнам?
Мы решили поехать во Вьетнам, потому что я очень сильно захотела. И у нас были какие-то сбережения со свадьбы. И на тот момент у нас не было работы как таковой у моего мужа. И я решила, что надо воспользоваться моментом и съездить, увидеть своего брата. Вот ты ко мне приехал в сентябре, и мы решили к тебе приехать в июне. Это было еще типа как свадебное путешествие. Точно, точно. Я думаю, что у вас не было свадебного путешествия, Да. поэтому я всегда всем говорю, что Вьетнам — это самая лучшая страна для путешествий. А, Она недорогая, да? Ну, Мгм. относительно. Да. Конечно, мы Да, можем, не знаю, найти места в мире дешевле, но для того уровня конечно. сервиса, который можешь ты получить, мне кажется, что Вьетнам — это очень доступная страна. Все еще. Я Как ты думаешь? согласна. Я согласна с тобой. И расскажи, что вы делали во Вьетнаме, когда вы были тут? Что мы делали или где мы были? Я думаю, что наши зрители не очень хорошо знают разные города, поэтому не нужно об этом говорить. Ну, просто расскажи, как сказать, где вы были в плане, не знаю, географических мест, там, моря, горы, где вы, и что вы Мгм. делали, какие-то мероприятия, что вам запомнилось, какое-то есть, не знаю, какое-то событие, которое тебе особенно запомнилось. Получается, мы сначала были на юге Вьетнама, и, получается, целый месяц мы двигались понемножку в сторону севера. Во Вьетнаме мы посетили 6 городов, и, наверное, самые запоминающиеся были именно Ниньбинь. Это там, где вот эти красивые озера, горы, и там как раз снимался фильм этот «Кинг-Конг». Вот там нам очень-очень понравилось. Прямо, ну, мы наслаждались каждой минутой там. Мы покатались везде на байке, смотрели, снимали. Это было просто очень великолепно, и эта природа, она просто завораживала. Потом мы еще были в Дананге. Это вот как раз недалеко от тебя. Нам там тоже очень понравилось. Там прямо вот комфортно, наверное, для молодежи больше, тусовки, красивые пляжи. Вот это место Леди Будда, вот как раз набережная, получается, в ту сторону. Просто мы каждый день, наверное, в ту сторону ездили, потому что очень красивые виды, и, ну, прямо там кайфовали. И еще, конечно, понравился Хуян. Он такой необычный, разноцветный, красочный. И... Ну, там подороже все-таки было, я так поняла, чем в других городах. И он был более туристический, скорее всего. Ну, то есть там было народу прям много. И другие города нам не очень понравились. А ты можешь рассказать про то, как мы ездили кататься на каноэ, на каяке? На Тебе понравился каяке. этот опыт? Мне очень понравился этот опыт. На самом деле мы планировали, что у нас будет такая милая прогулка по водичке, все будет так спокойно, мы будем наслаждаться закатом. Но так получилось, что мой брат решил, что нам недостаточно эмоций, решил устроить нам немножко такой экстремальный опыт, скажем так. Ну ладно, мы с тобой подготовлены. Вот мой муж городской, ему было тяжеловато. Это было на самом деле такое очень... Ну, я думаю, что это, наверное, было самое яркое из всех. Я вот как раз пропустила это. Но это было, наверное, самое веселое, самое такое, ну, запоминающееся, потому что мы планировали, что там будет вода, пройти сквозь джунгли на этих каяках. Но так получилось, что там совсем не было воды, и нам Точнее, ну, пришлось... не то чтобы совсем вода была, но недостаточно, да, чтобы можно было пройти на Недостаточно. каяке. Поэтому что Да. мы делали? Мы тащили друг друга по очереди. Тащил Сережа нас.
Мы сидели, потом я их тащила, потом мы с Сережей, моего мужа, тащили. Поскольку там были везде крабы и всякие разные насекомые, ну, это было весело. Вот. И как бы потом мы доползли, можно сказать, до большой реки, которой просто не было. То есть там Да. было просто... Я говорил им, ребята, вот еще чуть-чуть потерпите, там будет большая река, и мы как поплывем. И приходим, и там просто такое, как даже, это даже не болото, это просто была такая грязь, Да, по грязь. то есть по краю Которую которой... проваливаешься. 5 minutes later. Ну, в общем, было очень весело, да. Да, И было очень я весело. тоже думаю, я очень рад был, что вы приехали в гости ко мне, что мы вместе так Конечно. хорошо провели время. Да, хорошо провели время, у нас было достаточно дней, как бы хоть там и были дожди, и все, мы все равно встречались, играли в игры, гуляли, пробовали веганскую еду, вот, в Тебе веганских понравилось? ресторанах. Мне понравилось, вот, а мой муж, он турок, ему надо мясо, поэтому он говорил, что я наелся, но я не удовлетворился. Да, наелся, но не удовлетворился. Очень интересное замечание, действительно. Да, ну и я слышал, птичка мне напела, что у вас тоже есть какие-то планы. Хотите ли вы ими поделиться или нет? Ну, нет, конечно, я могу поделиться. Это все еще как бы в раздумьях, как получится, не получится. Естественно, мы очень хотим попробовать переехать во Вьетнам, потому что нам действительно понравилась эта страна, действительно там было комфортно, даже несмотря на жару, если найти дом с хорошим кондиционером, даже прогулки вечером или ранним утром, я думаю, что этого достаточно. Не обязательно всегда выходить в обед и гулять. Как бы, ну, это просто надо знать и как бы подстраиваться под это. Во всех странах, я считаю, есть свои плюсы и минусы. Просто что-то ты принимаешь, что-то не принимаешь. Я думаю, что с жарой, если есть кондиционер, можно справиться. Главное, чтобы электричество не отключали. Тогда будет всем плохо. Я думаю, что в самую жару электричество не отключает, но бывает, когда сезон ураганов, то отключает. Но тогда уже не очень Ну, жарко. тогда не жарко, да. Да. Но, да, и самое главное, что я уже говорил моим зрителям, возможно, неофициально, но здесь в этом видео тоже я хотел сказать, что я передал Ане как мою камеру. Я надеюсь, что Аня, она тоже начнет скоро делать контент для нашего канала, так что вы будете видеть ее больше. И если вам понравилось смотреть это видео и хотите знать больше про наше путешествие по Вьетнаму, то, Аня, ты будешь монтировать, да, это видео? Да, я буду пробовать монтировать, и я надеюсь, что вам понравится. Я старалась снимать больше красоты, вот, но немножко тряслось там, но я думаю, мы исправим это. Да, все нормально, я думаю, будет интересно. Еще раз, друзья, всем большое спасибо, что были здесь, и до скорого. Пока-пока. Пока-пока! Ну вот и все, друзья. Спасибо большое за просмотр этого видео. Напишите в комментариях, куда вы ездили этим летом, где был ваш отпуск. А может быть, где был ваш медовый месяц. Конечно, отдельное спасибо всем моим патронам, а особенно моим супер патронам, таким как Джоэл, Джефф Джош, Лиз, Холли, Майкл, Андрея, а также Брюс Ли. Спасибо вам, друзья. Если вы также хотите поддержать мой проект, можете стать моим патроном. Вот здесь я буду вам очень благодарен. Всего хорошего, друзья. До скорого и пока-пока.